Сегодня у нас герметик Slime Premium после 1 года работы в велосипедной покрышке. Этот герметик предназначен для работы в бескамерных велопокрышках. Был залит в покрышку Schwalbe Smart Sem, а сегодня у нас 26 апреля 2021. Ровно 11 месяцев. За эти 11 месяцев покрышка прошла с этим герметиком 850 километров. Можно сказать, почти не ездил. Но герметик был внутри. Наездил я на ней очень мало, потому что ездил в основном на другом велсете. На данном велсете на заднем колесе у меня стоит Smart Sem 29 2.1. А на переднем Rocketron 29 на 2.25. Покрышки обычные, не бескамерная, версия Performance. Боковая стенка очень тонкая, Light Skin. Вчера был установлен этот велсет, колеса были спущены, я накачал до 2 атмосфер, и мы поехали на мокрые грунты. 2 атмосферы держала без проблем, не доливая свежего герметика. Я даже не знал, что там внутри. Высох, не высох, вообще неизвестно. И вот в одном интересном кусочке маршрута я наловил сюрпризов. Эта колючка называется, как он там, якорец стелющийся. По-моему, так он называется. В народе он называется кавунцы. И вот такой гадости я поймал 20 штук. 9 штук было в Рокетроне переднем и 11 штук здесь. Ну, количество я уже посчитал дома. Вот здесь еще одна. Смотрите, вот она. Не маленькая, правда? И вот когда таких 9-10 штук в колесе, это не совсем приятно. В общем, я обнаружил в переднем колесе 5 штук. Но я их не вынимал, просто ехал дальше. И в какой-то момент колесо спустило. Но герметик не вытекал. Я долил 60 мл герметика, накачал 2 атмосферы, и мы поехали дальше. Заднее колесо держало. Естественно, колючки в нем торчали. Вот еще одна торчит, и торчит очень хорошо. Вот размер, смотрите, упала, да? Ну, тут еще одна. Вот еще одна. Вот. Видите, какого размера она? И вот таких у меня в заднем колесе 11, а в переднем 9. Вот еще. Переднее колесо было накачано, и я нормально доехал домой. А заднее я герметик не доливал. И оно потихоньку стравливало. За оставшиеся, сколько там, километров 25 я подкачивал 4 раза. Герметик с собой был, но я его принципиально не заливал. Мне хотелось дома вскрыть и посмотреть на состояние герметика через год. Вот еще. О, ну это глубокая упала, да. Вот еще. И вот такие 11 колючек позволили мне спокойно доехать домой, но 4 раза подкачивал. И когда дома я вытянул первую колючку, колесо спустило, но герметик не выступил. Значит, он высох полностью. Поэтому я хочу сейчас вскрыть, и мы вместе с вами увидим, что там внутри. И что я заметил еще? Когда я прокручиваю колесо, там внутри что-то тарахтит. И мне интересно, это собрался комочек герметика, или же это какая-то большая колючка провалилась? Внимание, слушаем. Я думаю, вы уже видите, да, что там перекатывалось. Это комочки герметика. Вот они бегают по покрышке. Вот он, сухой, полностью высохший герметик. И когда мы крутим, он переваливается по покрышке. В принципе, конечно. Ух ты! Вот она, колючка, торчит, и я нарвался пальцем. Неприятно, очень она колючая. Значит, никаких деревянных здесь внутри кусков колючки нет. А просто герметик. Высохший, полностью высохший герметик. В принципе, это не удивительно, если за год герметик высох.
Сейчас мне вот это все нужно будет убрать, чтобы оно не мешало. И залить свежего герметика. Самое интересное то, что даже с высохшим герметиком покрышка держала 2 атмосферы. И здесь нет такой равномерной пленки, которую оставляют латексные герметики. Этот не латексный, смотрите, он очень легко снимается с покрышки. Очень легко. Значит, его можно отмыть. Вот в чем отличие латексных от нелатексных. Потому что очень многие не любят, когда герметик оставляет латексную липкую пленку. Этот не липкий. Ну вот. А вот это уже деревяшка. Это не герметик, это кусок какой-то деревяшки. Так, нажму пока на паузу и вытащу весь герметик из покрышки. Так, мусор я из покрышки выгреб. Я решил полностью не очищать, нету смысла. Просто выгреб весь мусор и налью сюда 90 мл, как это было с самого начала. Это 60. Герметик нужно обязательно хорошо всколотить. И тут еще примерно 30. Точность не обязательно, все плюс-минус. Что еще интересно, я хочу заметить, что покрышка не бескамерная. Это обычная камерная покрышка с тонкими стенками. И герметик все равно хорошо держит. Воздух хорошо полетел из пробитых дырок. Сейчас мы просто покрутим колесо, и дырки должны заклеиться. Итак, я накачал 2 атмосферы, покрутил. Ну и теперь мы сейчас можем увидеть, наверное, кучу дырок. Да. Вот. Одна. Вот еще. И вот 3, 4, 5, 6, 7. Ну, пока видно 7. Я просто не все колючки выдернул. Ну да, вот еще колючка. Вот здесь. Вот колючка торчит. Есть ли смысл ее вынимать? Вот она. Вот она. Большая. О. И пошли бульбы сразу. Я думаю, что тут еще куча. Вот еще одна. Ее даже сложно зацепить. Есть, вытащил. И пошел герметик. Ну, мы сейчас опустим. И дырка заткнется. Какой я могу сделать вывод по данному герметику? Герметик идеальный в работе с бескамерными покрышками. Если он работает в обычном смарт-сэме с тонкими стенками, то в бескамерной покрышке с толстыми стенками он работать будет намного лучше и, естественно, будет высыхать не так быстро, как он высох здесь. Хотя я даже не знаю, за какой период он высох, но даже с высохшим герметиком покрышка воздух не сбрасывала. Вот именно этот герметик я могу смело рекомендовать к покупке. Слайм премиум для бескамерных покрышек. Подписывайтесь на канал, продолжение следует.